Всем привет! Сегодня в видео подборка реальных историй про «Я же мать». Погнали! Недалеко от нашего города Троицка находится таможенно-пропускной пункт Бугристая. Граница с Казахстаном. Раньше там стояли просто дикие очереди. Приходилось кипятиться в машине на жаре летом и стучать зубами зимой в стужу по 4-5 часов. Сейчас же все проходит более-менее быстро. Запускают по 12, а то и 15 машин за раз, проверяют шустро. На паспортный контроль и досмотр машины тратится от силы 5 минут. В общем, потерпеть можно. Очереди запускаются в 2 этапа – легковые и грузовые. А тут еще уточнили правила проезда через Бугристое, вписав туда пункт о том, что машины с детьми до 3 лет проходят без очереди. Подъезжает такая машина к шлагбауму вторым рядом, родители предъявляют документы, показывают ребенка и их запускают без очереди, не в ущерб остальным. Никаких претензий от основной очереди я не замечала. Это случилось на первомайские праздники, когда мы с семьей решили отдохнуть в Казахстане у моей мамы. Приехали, очереди как таковой нет. 8 машин стоят и огромный крузак вторым рядом. Ну, ребенка везут, наверное, решили мы. Открывается шлагбаум, и пограничник начинает запускать фуры. Из крузака вылетает женщина, идет прямо под колеса фуры, заставив мужика ударить по тормозам. Подходит вплотную к пограничнику, держит руками фуру и начинает орать. «Вы почему нас с ребенком не запускаете? Мы уже 20 минут стоим, а вы нас не запускаете. У меня ребенок уже плачет, у нас вода закончилась. Чем я ребенка поить буду? Немедленно откройте шлагбаум. Я юрист, я знаю законы». Пограничник начинает объяснять женщине, что есть правила, и он обязательно запустит ее машину, когда придет очередь легковых. И в этот момент у женщины реально рвет крышу, и она переходит на ультразвук. Таких матов заборных я давно не слышала. Дальнобойщики заслушались. Водитель первой фуры даже вытащил рацию в окно, чтобы другие водилы послушали этот трэш. Пограничник просит предъявить документы на ребенка. Женщина бледнеет, тон повышается. «Вы мне не верите? Мы россияне, документы в порядке. У меня ребенок маленький. Зовите вашего старшего смены немедленно». Все замерли от предвкушения развития событий. Приходит старший. К женщине подключается ее подружка. Поток гнева и матов в двойном тарифе обрушивается уже на него. Фуры стоят, так как основное действие проходит перед ними. Легковых, естественно, тоже не пускают. Тетка уперлась в фуру и орет, что сначала заедут они, и только потом остальные машины. Старший смены просит документы на ребенка. Снова истерика, крики. Мужики, сначала ржавшие в голос над оборотами тетки, уже начинают скрипеть зубами. И тут водитель из первой машины в очереди говорит: «Мадам, я уступлю вам место. Проезжайте вперед, только пропустите фуры, иначе мы никогда не заедем». Наступает тишина. Тетки царственно разворачиваются и идут к машине. Фуры заезжают. Начинают запускать легковые. Крузак проталкивается между бордюром и первой машиной в очереди, подъезжает к шлагбауму. Показывают документы. Вижу реально изменившееся лицо пограничника и крик из машины: «Сашенька совсем маленький! Почему вы нас так задержали долго? Я буду на вас жаловаться!» Причину изменившегося лица я поняла на самой таможне. Из крузака вылезает отец семейства, вальяжный такой дядька весом с центнер, потом женщина и ее подруга, а потом они начинают доставать Сашеньку. Пацану лет 15 как минимум, огромный такой жлоб, жует жвачку, лопает пузыри, по глазам видно, что ему на все насрать с большой колокольни, носом в телефоне. Подходим к паспортному, там снова свалка. «Пустите с ребенком, Сашенька хочет пить, так долго нас продержали, я юрист!» Разносится по площадке таможни. А возле окна действительно стояла семья с маленьким ребенком, карапуз вообще в одеялке. Мадам сдвигает их в сторону и снова орет о нарушении их прав. Подходит старший. Видит Сашеньку, меняется в лице. Подходит к крузаку, заглядывает внутрь, вдруг маленький все-таки там. Поняв, что этот лоб и есть малыш, что-то шепчет пограничнику, проверяющему авто, и уходит. Семейство проходит паспортный, но авто их не проверяют. Пограничник подошел, попросил отогнать в сторону и дать уже просмотренным автомобилям проехать. На крыльцо вышел старший смены с еще одним пограничником. Показал на машину и на бокс для тщательного досмотра, ушел. Пограничник подошел к отцу семейства и попросил отогнать автомобиль на дополнительный досмотр. Женщина только снова открыла рот, как отец семейства подошел к ней и треснул по затылку. У той слетают ее темные очки, рот открывается и закрывается, как у рыбы. Подружка притихла. Тишина опустилась на пост. И в этой тишине голос папаши прозвучал очень громко, хотя он голос и не повышал. «Доигралась дура. Закона она знает. Юрист хренов. А ты коза». Это он на подружку. «Еще что-нибудь вякнешь, я тебя в степи выкину. Коровы, блин». Развернулся и поехал в бокс. Эпилог. Возвращаясь с праздников, мы встретили на таможне знакомого погранца. Он рассказал, что старший смены заставил с крузака
рюкзака снять все колеса и разбортовать. Все сумки перетрясли до последнего фантика, загнали на сканер. Машину выпустили только через 4 часа. Все это время тетка сидела тихо с подружкой и малышом и даже не пикала. А когда за крузаком опустился шлагбаум, пограничник, который впускал авто, и на которого в основном тетка и сорвалась, связался по рации с казахстанской таможней. Так что их там уже ждали. Вчера вечером нужно было съездить в одно место. Иду на стоянку, перехожу дорогу по нерегулируемому переходу. Слева останавливается, пропуская меня, автобус, а из-за него летит черная Камри. За рулем дама с телефоном у уха. Вижу, что тормозить ей крайне не хочется, и она щемится навстречку, где уже тоже остановилась Нива. Но ситуация пока мне не кажется из ряда вон выходящей, поэтому я спокойно продолжаю свое шествие, и тут краем уха слышу какие-то вопли, похожие на поросячьи, но со словами вполне человеческими, в узких кругах слаборазвитых индивидуумов даже популярными. А в конце тирады звучит знакомое слово «очкастый». Мы так еще в детстве очкариков дразнили. С тех пор такой формы не слышал. Ой, так это ж про меня. Подумал я, обернулся, а дамочка уже проехала переход, также не отрываясь от мобилы. Невольно на ум приходит книга «451 по Фаренгейту», где жена главного героя постоянно ходила в наушниках. Да и хрен с ней, подумал я, дошел до стоянки, завел мотоцикл и поехал. Буквально через 3 километра вижу хвост вечерней пробки, а в ней наша старая знакомая на Камри с неотъемлемой мобилой у уха. Ну, думаю, пришло время расставить точки над «ё». «Здравствуйте», говорю, а ничего, что 5 минутами ранее вы чуть не снесли меня на пешеходном переходе. Вероятно, причиной тому была ваша невнимательность вследствие разговора по телефону без гарнитуры во время управления транспортным средством. Она опять начинает что-то визжать нечленораздельное уже знакомым мне голосом. Я предлагаю ей побольше открыть окошко, чтобы тирада нашла адресата. Окошко опускается, но заднее, вероятно, с целью продемонстрировать мне, что сзади сидит ребенок. Потом все же опускается и переднее окно, и дама с важным видом заявляет: «Я же с ребенком, если что». Тем более. Или вы считаете, что это вас освобождает от необходимости уступать пешеходам дорогу или оправдывает в случае ДТП? «Я же с ребенком, ты что, не понимаешь меня совсем?» Так может тогда стоит сосредоточиться на управлении автомобилем? «Поучи меня еще, сопляк двухколесный». На что я сообщил ей, что учить ее уже поздно, понял, что цивилизованного диалога не получится, и уехал по своим делам. Вот вам и очередная я же мать. Что, нормально? Нет, конечно. Те, кто считает, что таких мамаш можно понять, просто не пересекался с подобными неадекватами, которым плевать на других, и порой о безопасности своих детей они вовсе не беспокоятся. Работала летом в лагере на базе родной школы. В нашем районе 2 школы, у каждой из них по лагерю, и между ними жесткая конкуренция. Позже поймете, к чему это. Про себя девушка 20 лет, имею несколько татуировок на теле и несколько на руках. Работодатели знали о них и не имели ничего против, есть и есть. Они меня вырастили, знают меня и мое хорошее отношение к детям. Мне дали группу детей лет 5-6. Лето было не особо жарким, и я ходила в любимых рубашках. У меня их очень много, и хожу в них почти постоянно. Когда днем становилось жарко, я снимала рубашку и оставалась в майке. Первые пару раз ребята рассматривали рисунки, изучали животных по татуировкам, а потом стали относиться к этому спокойно. К вечеру становилось холоднее, и я надевала рубашку обратно, и так получилось, что когда детей забирали по домам, родители не видели меня с открытыми руками. Но одно утро выдалось настолько жарким, что я пришла сразу без рубашки. Мне, как и каждое утро, начали приводить детей, и тут ко мне подходит яжмать и разворачивает диалог. «Извините, вы не могли бы одеть обратно рубашку или свитер?» — говорит она. «Доброе утро. Сегодня очень жарко, поэтому я в майке. Тем более у меня нет дресс-кода», — отвечаю я. «Мне все равно, что жарко. Одень свитер. Моя дочь на тебя вообще-то смотрит». «И что?» «Ничего. Я не хочу, чтобы моя дочь заразилась от тебя СПИДом. Я полностью здорова, если что». «Да ладно, вы все разукрашенные, спидозные наркоманы. Либо ты одеваешь рубашку, либо мы уходим». Не знаю, при чем тут рубашка, но у яжматерей логика своя. Тут к нам подходит ее дочка. «Но, мама, я хочу поиграть с ребятами». «Прекратите меня оскорблять, и я не буду одевать рубашку в такую жару ради вашего ребенка». «Да как ты смеешь, соплячка? Дети не должны смотреть на твои наколки, а то станут такими же отбитыми, как ты. Да к вам в школу больше никто не придет. Разводите свой бордель без наших детей». Она хватает ребенка и уходит из школы. Дочка хотела остаться, но маме было до лампочки, что хочет ее дочь. Я как-то забила, просто отметила, что ребенка не будет сегодня, и пошла встречать других детей. Но прошло уже полчаса, и никто не приходил, хотя самое время. Решила посмотреть, что случилось. Выйдя на крыльцо школы, я увидела, как эта мамаша с ребенком стояла перед калиткой школы, что-то говорила мамам с их детьми, и после этого они быстрым шагом удалялись прочь.
Я не могла оставлять детей долго без присмотра, поэтому тут же вернулась. Через полчаса ко мне прибегает моя начальница, начинает смотреть мне в зрачки, проверять мои вены и детей. Я офигела и начала спрашивать, что случилось. Оказывается, это я же, мать, отгоняла родителей с детьми от школы, рассказывая, что на мне зэковские наколки, и что я не просто наркоманка, но еще и при детях что-то употребляю. И от этого у меня сумасшедший вид, и я не понимаю обычных слов и вообще не в адеквате. После она позвонила директору и рассказала, что я развращаю детей. На мне откуда-то висит уголовка, и что за мной уже выехали. Директор к начальнице, начальница ко мне. В итоге просидели мы с начальницей и 3 детьми целый день, и в конце смены мне заявляют, что я должна написать заявление на увольнение по собственному желанию. Потому что если детей не вернут в этот лагерь, значит отдадут в соседний, и школа потеряет учеников, статус и так далее. В итоге остаток лета я не работала, но иногда приходила на площадку играть со своими, на тот момент уже бывшими, подопечными. Вот такие нелюди встречаются в нашей жизни, а еще и детей воспитывают. Что вырастет у таких долбанутых мамаш, я даже не представляю. Понравились истории? Тогда ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые и интересные видео. С вами был Саша Бодряк. Всем удачи и до скорого!